Привет, меня зовут Кира Ярмуш. Хочу рассказать вам о том, что меня уже очень давно волнует, но недавно поразило еще больше. Впервые в жизни я попала на судебное заседание на второй день работы у Алексея. Все-то очень удивлялись, как же я раньше не бывала в судах, а мне казалось, что это какой-то абсурд. Почему я вообще должна была оказаться в суде хотя бы раз в своей жизни? С тех пор прошло несколько лет. Суды превратились для меня в обычное дело. Но чем чаще я в них бываю, тем больше они меня ужасают. Люди, незнакомые с российской судебной системой, думают, что там все как в кино. Белые парики, судья стучит молоточком, стороны произносят хлесткие, остроумные речи, все спорят и кричат «я протестую». Я протестую, вычеркните из стенограммы. На самом деле никакого состязания, даже показного, здесь нет. 99% приговоров в России обвинительны. Это значит, что, оказавшись в статусе подсудимого, ты по умолчанию признан виновным. Поэтому неудивительно, что только подсудимый и заинтересован в происходящем. Прокурора исход дела не волнует вообще. Он сидит с каменным лицом, молчит, смотрит в одну точку. Иногда хочется потрясти его за плечо, чтобы проверить, как он. И если прокурор вообще что-то говорит, то он либо читает вслух материалы дела, либо произносит «полагаю необходимым в ходатайстве защиты отказать». Судья всегда на стороне обвинения. Поначалу мне казалось, что так не бывает. Я сидела в зале, вертелась на этих ужасных лавочках, честное слово, это просто пыточные инструменты. И думала, вот найдется герой, который встанет, рванет на себе мантию и скажет «я не могу больше терпеть это лицемерие». Но этого не происходило. Я стала думать, ну, попадется же рано или поздно судья, который хотя бы для вида будет иногда соглашаться с защитой. Нет. Я приуныла настолько, что стала ждать хотя бы искреннего интереса. Но ничего. Судья обычно задумчиво смотрит в окно, а потом выносит решение, дословно повторяющее позицию прокурора. И не похоже, чтобы это даже казалось ему странным. Сейчас все очень жалеют студентов-журналистов. Осталось так мало свободных СМИ, где было бы интересно и не стыдно работать, что после университета им некуда идти. Но, побывав на российских судах, я искренне очень жалею юристов. Каждое заседание – это набор ритуальных действий, за которым нет никакого здравого смысла. У каждого участника здесь есть четкая роль, за которую нельзя выходить. Тебе не нужно проявлять инициативу, не нужно думать. Никакие твои личные качества не влияют на результат. И единственное состязание здесь – это кто быстрее прочитает материалы дела. В каждой стране есть суд, структура, куда можно обратиться за справедливостью. А в нашей стране такой нет. Вообще. Вместо этого у нас структура скучающих людей, которые не хотят ни во что вникать и считают часы до конца рабочего дня, и которые при этом почему-то наделены правом отнять у тебя любые права. Судебная реформа – один из главных пунктов предвыборной программы Навального. И если вы тоже считаете, что ее нужно провести немедленно, то поставьте подпись за его выдвижение здесь. А еще подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.